Сентябрь 1954 года. Жаркий день на юге Урала. Молодой советский солдат в простой хлопчатобумажной гимнастерке бредет сквозь горящий лес. Под его сапогами плавится песок, превратившийся в стекло. Температура вокруг невыносима. Очки его резинового противогаза полностью запотели от пота. Он задыхается. Не выдержав удушья, он нарушает приказ, срывает противогаз с лица и делает глубокий вдох. Вместе с кислородом в его легкие навсегда оседает радиоактивный пепел и горячие частицы плутония. Он еще не знает, что только что прошел через эпицентр ядерного взрыва, и что его собственное государство отправило его сюда в качестве подопытного материала. Сегодня мы откроем одно из самых засекреченных и циничных дел холодной войны. Операция под кодовым названием «Снежок». Мы расскажем, как командование бросило 45 тысяч солдат и 10 тысяч мирных жителей в радиоактивный ад. Как спецслужбы уничтожали медицинские карты, чтобы скрыть следы преступления. И как спустя 45 лет один крошечный человеческий зуб смог разрушить государственную ложь. Начало 50-х годов. Мир изменился навсегда. Советский Союз успешно испытал свою первую атомную бомбу, лишив Америку монополии на оружие судного дня. Но градус паранойи только возрастал. Генеральные штабы в Вашингтоне и Москве вдруг осознали пугающую вещь. Ядерное оружие больше не средство сдерживания. Оно стало тактическим инструментом. Его планировали применять прямо на поле боя, чтобы пробивать бреши во вражеской обороне. В США с 1951 года в пустыне Невада уже вовсю шли учения Desert Rock. Американские солдаты сидели в траншеях во время ядерных взрывов. Советской военной машине нужно было догонять. Изучать влияние радиации на собаках и овцах на Семипалатинском полигоне было уже недостаточно. Многомиллионную армию нужно было готовить к Третьей мировой войне. Война в Корее показала, что обычные конфликты заходят в тупик. Советская доктрина делала ставку на стремительные танковые клинья, которые должны были разрезать Европу насквозь. Нужен был полномасштабный натурный эксперимент. Место выбрали идеально. Тотский артиллерийский полигон в Оренбургской области. Его холмы, овраги, перелески и небольшая река Самарка топографически были копией ландшафтов Западной Германии, главного направления потенциального удара советских войск. Именно здесь решено было разыграть репетицию апокалипсиса. Масштаб операции поражал воображение. В условиях жесточайшей секретности на полигон стянули 45 тысяч военнослужащих, армаду из 600 танков, 500 артиллерийских орудий и 320 самолетов. Войска разделили на северных и южных. Северные должны были сбросить атомную бомбу на позиции условного противника, а затем живым щитом пойти в наступление прямо через радиоактивную пустошь. Командовать этим беспрецедентным экспериментом назначили маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, человека железной воли, привыкшего добиваться цели любой ценой. Статус мероприятия был космическим. В Оренбургские степи приехали министр обороны Булганин, маршалы Рокоссовский и Конев, делегация из Китая. Накануне учений прибыл сам первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев. Но здесь кроется одна показательная, циничная деталь. Высшее руководство прекрасно понимало реальную опасность. Как только ядерный гриб поднимется в небо, Хрущев немедленно покинет командный пункт и уедет. Он не останется смотреть, как десятки тысяч солдат пойдут в отравленный лес. Армия и мирные жители останутся один на один с радиацией. 14 сентября 1954 года. Утро. Погода ясная. Высоко в небе, на высоте 8 километров, летит бомбардировщик Ту-4. В его чреве находится она. Атомная бомба РДС-4, которой физики дали ласковое женское имя Татьяна. Внутри плутониевое ядро. Мощность 40 килотонн. Это ровно в 2 раза мощнее бомбы, которая 9 годами ранее испепелила Хиросиму. В 9:33 бомба сброшена. Подрыв назначен на высоте 350 метров над землей. Военные физики рассчитали все. Такая высота даст максимальное разрушение от ударной волны, но при этом огненный шар не коснется земли, а значит, не всосет тонны грунта, и радиоактивное облако просто улетит в стратосферу. Так гласил
решила теория. Но теория оказалась фатальной ошибкой. Вспышка была ярче тысяч солнц. Световое излучение с температурой в миллионы градусов ударило по Земле. В одно мгновение вековой лесной массив под эпицентром просто вспыхнул целиком. Следом пришла ударная волна. Невидимая стена колоссального давления срывала многотонные башни с танков-мишеней, выворачивала с корнем дубы и сминала самолеты как фольгу. Огненный шар, остывая, начал засасывать в себя расплавленный песок и пепел, формируя чудовищный клубящийся ядерный гриб. Через 5 минут после ядерного удара, когда смертоносное облако еще висело над полигоном, заработала артиллерия. Сотни орудий начали перепахивать зараженную землю, поднимая в воздух тонны радиоактивной пыли. Спустя 3 часа маршал Жуков отдал приказ. Десятки тысяч солдат группировки «Северных» поднялись из укрытий. Началось наступление, которое станет самым жутким визуальным образом холодной войны. Пехота и танки шли прямо под гигантским, оседающим ядерным грибом. Некоторые подразделения стартовали всего в 2,5 километрах от эпицентра. Условия были за гранью человеческих возможностей. Теплый сентябрьский день превратился в раскаленную духовку от горящего леса и расплавленной земли. Солдаты шли через завалы из обугленных деревьев. В воздух поднимались густые облака серого пепла. А что же защита? Ее не было. Большинство парней шли в летних хлопчатобумажных гимнастерках. Из защиты только брезентовый плащ-палатка и старый резиновый противогаз. Просвинцованные костюмы были лишь у единиц — офицеров химразведки. Дышать через фильтры в дыму и жаре было физически невозможно. Находясь на грани потери сознания, молодые парни нарушали устав, они срывали противогазы с лиц. В этот самый момент их легкие наполнялись невидимой смертью. Горячие частицы неразделившегося плутония и изотопов оседали в легочной ткани навсегда, превращаясь во внутренний реактор, который будет убивать их годами. Армия выполнила приказ. Жуков отрапортовал об успехе. Солдаты победили, но они еще не знали, что уже мертвы. Если солдаты давали присягу, то судьба мирных жителей — это преступление, у которого нет срока давности. В радиусе поражения и на пути радиоактивного следа находилось более 20 деревень. 10 тысяч человек жили в опасной близости от эпицентра. Никто не проводил полной эвакуации. Власть просто посоветовала людям увести скот с пастбищ, накрыть колодцы досками и в день взрыва посидеть в погребах. Им сказали, что испытают новое мощное взрывчатое вещество. Слово «радиация» не произносилось. Ударная волна сносила крыши с исп и выбивала стекла. 3 деревни разрушила настолько, что их навсегда стерли с карты. Но главным убийцей стал не взрыв. Радиоактивное облако понесло ветром на восток. На сельскохозяйственные угодья, водоемы и деревни. Тотская, Сорочинск начал падать радиоактивный пепел. Fallout. Не понимая угрозы, люди вышли из укрытий. Они пили воду из открытых колодцев. Они ели овощи с огородов, покрытых радиоактивной пылью. Они доили коров, которые ели зараженную траву, и поили этим молоком своих детей. Никто не мыл деревни, никто не ставил посты дозиметрического контроля. Люди оказались заперты в радиационной ловушке. Эксперимент закончился. Началась операция по уничтожению улик. Руководство СССР понимало, что последствия будут катастрофическими, и опустило на Тотское железный занавес с грифом «Совершенно секретно». Все 45 тысяч солдат перед отправкой домой подписали строжайшую подписку о неразглашении государственной тайны на 25 лет. За одно слово правды — трибунал и тюрьма. Вернувшись в родные города, молодые парни начали массово болеть. Агрессивные лейкозы, саркомы, рак, катаракта. Они шли в обычные поликлиники, но из-за подписки не имели права сказать врачу, что были под ядерным взрывом. А военным медикам был дан негласный приказ. Диагноз «лучевая болезнь» не ставить. Радиационные ожоги записывали как дерматит, а поражение крови — как вегетососудистую дистонию. Но самое жуткое государство сделало с гражданскими. Понимая, что в Оренбургской области сейчас начнется эпидемия онкологии и генетических мутаций, спецслужбы приняли чудовищное решение. По их приказу
из Тотской районной больницы были полностью изъяты и уничтожены все медицинские карты пациентов за период с 1954 по 1980 годы. Десятки тысяч людей лишили единственного доказательства. Без бумаг они не могли получить ни инвалидность по облучению, ни компенсации, ни специальное лечение. Их просто вычеркнули из списков живых. Долгие десятилетия власти твердили, дозы в Тотском были безопасными, меньше 1 зиверта. Расчеты делались по остаткам радиации в почве спустя 40 лет. Официальная математика упорно не сходилась с вымиранием целых деревень. Правду удалось доказать только в 1999 году. Это сделал российский физик, исследователь Алексей Алексеевич Романюха со своей командой с Урала. Они совершили международный прорыв, применив метод ЭПР-дозиметрии по зубной эмали. Звучит сложно, но суть гениальна. Зубная эмаль человека состоит из кристаллов. Когда радиация прошивает зуб, она выбивает электроны из молекул, создавая свободные радикалы. В сухой эмали они оказываются заперты в ловушке. Навсегда. Человеческий зуб — это идеальный, вечный черный ящик, который помнит полученную дозу радиации сотни миллионов лет. Ученые собрали зубы местных жителей, удаленные по медицинским показаниям, и поместили их в магнитное поле. Результаты заставили мировую науку содрогнуться. Доза жителей деревни Тотская в 14 километрах от взрыва составила 3,4 Грея. Это в 5 раз выше лживых официальных цифр. При такой дозе без интенсивного лечения половина людей обречена на мучительную смерть от поражения костного мозга. Исследование доказало, официальные расчеты лгали, потому что не учитывали короткоживущие изотопы. В первые дни после взрыва на людей выпал радиоактивный йод-131, барий и кобальт-60. Йод отравлял молоко. Именно поэтому в Тотском районе заболеваемость раком щитовидной железы взлетела на немыслимые 260%. Государственная ложь была наконец-то доказана языком физики. Операция «Снежок» вошла в историю как триумф военной тактики и полный крах человеческой морали. Генералы получили свои уставы и медали. Они научились воевать в ядерном аду. Но цена этого опыта — сломанные генетические коды, тысячи задохнувшихся от рака легких солдат и выжженные деревни. История Тотского полигона — это не просто дела минувших дней. Это суровое напоминание о том, как легко мощная империя может девальвировать жизнь собственного гражданина, превратив героя-защитника в расходный материал ради геополитических амбиций. Пишите в комментариях, было ли у советского руководства моральное право на этот эксперимент в разгар холодной войны, или это преступление без оправданий. Подписывайтесь на канал «Код доступа». Впереди новые секретные архивы и дела, которые пытались скрыть от нас навсегда. Доступ разрешен.